Если вы ищете внешний жесткий диск, то по-любому у вас всего два варианта. Либо это HDD, либо SSD. В чем плюсы HDD дисков? Первое, самое главное, это, конечно же, цена. При одинаковой емкости HDD диск будет в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем SSD диск. И помимо цены я бы выделил еще один плюс для HDD дисков, это, конечно же, их надежность. И на этом плюсы, пожалуй, заканчиваются. И в чем самый главный минус HDD дисков? Это, конечно же, скорость чтения и записи файлов. В современных реалиях HDD диски читают и записывают файлы на скорости около 100 мегабит в секунду, и это достаточно еще хороший для них результат. А если вы по какой-то причине не в курсе, то чем больше у жесткого диска скорость записи и особенно чтения, тем быстрее он открывает файлы, записывает файлы, там большие видео может производить. А если же операционная система еще работает на таком быстром диске, то она начинает работать в разы быстрее. И возвращаемся к HDD дискам. Так вот, помимо основного их минуса в том, что у них ограничена скорость записи и чтения, там, как я уже сказал, около 100 мегабит в секунду, так они еще и достаточно громоздкие. И тут нам на помощь приходят SSD-диски, и в чем их самые главные преимущества по сравнению с HDD-дисками. Первое, как вы уже могли догадаться, это, конечно же, скорость записи и чтения. Как я уже говорил, если на HDD-диске у нас скорость записи и чтения равняется около 100 мегабит в секунду, и то это еще хороший сценарий, то вот на SSD-дисках на минималке это 400 либо 500 мегабит в секунду, а в хорошем сценарии на дорогих SSD-дисках это несколько тысяч, там вплоть до 3-4 тысяч мегабит в секунду. И второе преимущество SSD-дисков над HDD, это, конечно же, их размер физически. Если в жестком диске типа HDD у нас реально стоят диски, они там внутри крутятся, и, кстати, со временем они еще могут издавать такие неприятные звуки, такие так... Ну, в общем-то, это еще один их минус. То вот в случае с SSD-дисками они могут быть очень миниатюрных размеров, при этом они могут быть очень легкими, и вот вся основная память у них просто располагается на плате, собственно, как это вот сейчас у нас используется в смартфонах. И вот я вам хочу представить жесткий диск SSD, который я купил себе для личного использования, хочу о нем рассказать. Это Samsung Portable SSD T5 на 1 терабайт, вот такой вот маленький. Сразу нужно начать с того, зачем он мне, собственно, нужен. Если вы смотрели мой обзор MacBook Pro 13 2017 года с тачбаром, то там я говорил, что у меня конфигурация 256 гигабайт, и в принципе мне ее хватает тут за глаза, у меня никогда она не забивается под ноль. Ну вот иногда, когда у меня очень много видеофайлов, но вот ни разу не было такого, чтобы она у меня как-то заканчивалась. Тем не менее, у меня так происходило, потому что я делал проекты одним за одним, то есть я снимал видео, монтировал, выкладывал, удалял старые файлы, снова снимал, закидывал все файлы на компьютер, монтировал, удалял, и, соответственно, у меня вот был такой вот цикл: кидаю файлы, удаляю. Но бывают такие ситуации, когда ты снял одно видео, допустим, исходник там, где я просто разговариваю на 30 гигабайт, потому что я разговариваю иногда очень долго, по часу, вот 30 гигабайт, всякие планчики еще гигабайт на 15, и вот у тебя уже полноценные 45-50 гигабайт. Первое видео, второе, третье видео, хоп, 150 гигабайт уже занято. Плюсом на моей личной работе у меня еще случилась такая ситуация, что мне нужно было взять 200 гигабайт файлов к себе на компьютер. Как вы понимаете, у меня ноутбук 256 гигабайт, плюс у меня еще исходники видео сейчас зачастую хранятся около 50-100 гигабайт. Мне тупо это было негде хранить. Я, конечно же, пошел в интернет, вбиваю внешние жесткие диски, как я сказал в самом начале, у меня передо мной было два пути, либо HDD, либо SSD. Естественно, HDD диски я сразу для себя откинул, хотя цена там реально была привлекательная, то есть где-то за 4-5 тысяч рублей можно купить там терабайт, 2 терабайта файлов, ты такой думаешь, 2 терабайта файлов за 5000 рублей, вот это лилин кайф. Но все равно потом понимаешь, что он крупный, он медленный, и все-таки он уже морально износился. Соответственно, я пошел смотреть SSD, и на самом деле перед нами не открывается прям поляна внешних жестких SSD дисков, то есть чтобы они были и дешевые, и дорогие, и вот средние, плюс-минусное качество. Нет, они все дорогие, и то есть ты тупо выбираешь уже марку производителя, либо Samsung, либо Toshiba, либо там Intel. И как я уже сказал, я для себя выбрал Samsung, моделька T5 на 1 терабайт, обошелся он мне в районе где-то 11-12 тысяч рублей, я уже не помню, прошло несколько месяцев. Собственно, как я его использую? А использую я его не только с компьютером, но также еще и с Android устройством. Когда ты подключаешь к телефону 1 терабайт, это на самом деле такой думаешь, 1 терабайт в телефоне, ну, чувство прикольно первый раз, но потом тупо уже забиваешь. И здесь на самом деле у нас есть небольшая загвоздка. Если бы я использовал этот жесткий диск только с Android устройством, как бы смешно это не звучало, 1 терабайт в телефон, тем не менее, там используется файловая система типа FAT32. И тут я на самом деле офигел, потому что первый раз я его подключил к телефону, чтобы проверить, когда я его забирал в магазин, работает он или нет. Прихожу домой, подключаю его к компьютеру и пытаюсь перекинуть какой-то файл, просто 1 гигабайт проверить. А он не перекидывается, я такой, what the fuck, что за фигня? Смотрю, ага, FAT32, потом я уже стал читать, и, короче, FAT32 у нас не поддерживает слишком большие файлы, там еще и скорость поменьше, а на macOS в моем случае работает только exFAT.
И здесь проблема в том, что на андроиде эксфаты у нас, грубо говоря, видится, но он не хочет с ними вообще никак взаимодействовать. То есть он не хочет прикидывать файлы, он его даже может не открывать, то есть выдавать вам ошибку. И поэтому, если вы захотите использовать внешний жесткий диск одновременно и с компьютером, и с Android устройством, то я вам хочу порекомендовать такую программу, которая называется Paragon Software. Как я уже потом нагуглил, это достаточно известные ребята, которые делают софт именно для жестких дисков. Так вот, ты для них просто покупаешь эту программку, она там стоит недорого, в районе 200 рублей, встроенная покупка по работе именно с XFAT. Ты подключаешь жесткий диск к Android устройству, маунт нажимаешь, все, он типа там синхронизируется с ним, и все, и ты можешь перекидывать любые файлы. И если перекидывать файл с Android устройства на этот внешний жесткий диск, то, естественно, там все зависит еще от формата. Если у вас USB 3.1, то замечательно, но у меня USB 2.0. Тем не менее, это достаточно удобно. Отснял все необходимые файлы, потом берешь, перекидываешь их на жесткий диск, и все, они у тебя спокойно скидываются. Ты в это время можешь там пойти попить чаек, либо просто сидеть за компьютером и работать дальше. И это, пожалуй, самый главный лайфхак в этом видео, как можно совместить работу этого жесткого диска и с Android устройством, и с MacBook. С Windows, если честно, не могу сказать, возможно, там не будет никаких проблем. И сейчас мы переходим к кейсу использования этого внешнего жесткого диска с компьютером. В данном случае у меня это MacBook Pro 13 2017 года, но также он спокойно работает и с Windows, потому что здесь идет в комплекте сразу два проводка Type-C на Type-C и Type-C на Type-A. В общем-то, если мы работаем с компьютером, то Samsung нам заявляет, что этот внешний жесткий диск может поддерживать чтение файлов до 540 мегабит в секунду. И это на самом деле правда, потому что в бенчмарке Blackmagic Disk Speed Test он мне показал 516 мегабит на чтение и 474 мегабита на запись. Что является достаточно офигительным результатом, если вы просто перекидываете большой массив данных с компьютера на жесткий диск, либо же вы монтируете, когда у вас файлы находятся на этом внешнем жестком диске. Для примера, кстати, если проводить этот же Speed Test со встроенным SSD-шником MacBook, то там выдаются такие цифры, это 2126 мегабит в секунду на чтение и 1100 на запись, что, конечно же, намного больше, чем в этом жестком диске, но там идти память используется намного другой, и он, конечно же, круче. Собственно, если вас интересует вопрос, можно ли монтировать, когда у тебя файлы находятся на этом внешнем жестком диске, например, в том же Final Cut Pro X? Да, можно. Я бы сказал, что опыт, грубо говоря, монтажа отличается, примерно, по моим ощущениям, в 10-15% хуже, нежели чем когда ты монтируешь, у тебя файлы находятся на ноутбуке. Что я подразумеваю под этими 10-15% пользовательского опыта? Если вы, например, монтируете видео Final Cut Pro X, и вот вы закидываете файлы, все происходит достаточно быстро, то есть там хоть 30, хоть 50 гигабайт, все работает нормально. Например, если вы нажимаете на play, то он начинает думать где-то вот через полсекунды позже, нежели чем когда у тебя файлы находятся на компьютере. Тем не менее, все свои последние проекты я смонтировал именно на этом внешнем жестком диске, где-то видео 10 у меня уже вышло, и вот с выводом проекта, с монтажом не было вообще никаких проблем, все работало быстро, стабильно, и вот на это никак не могу пожаловаться. Я забыл упомянуть, что у SSD-шника есть достаточно большой минус, это его циклы перезаписи, то есть у него здесь, грубо говоря, вот есть 1000 перециклов, и вот каждый раз, когда ты гоняешь, допустим, 1 терабайт, все, у тебя вот минус цикл, и когда достигаешь определенного количества, диск может, грубо говоря, попросту сдохнуть. И к чему я веду? Если, например, ты постоянно монтируешь на внутренней памяти, например, того же MacBook, а я над нем отмонтировал, около 90 плюс видео, то естественно жесткому диску это нанесло некоторый урон, потому что когда ты монтируешь, файлы там все время гоняются, потом ты выводишь проект, закидываешь, выкидываешь, в общем-то это по-любому наносит небольшой вред жесткому диску с течением времени. И поэтому, если мы хотим отградить внутренний жесткий диск компьютера от каких-либо проблем, чтобы он работал долго и хорошо, то, конечно же, лучше работать с большим массивом данных на внешнем жестком диске, и он будет принимать весь удар на себя. И поэтому, если у вас, например, дорогой ноутбук, где стоит внутренний жесткий SSD-диск, и вы думаете брать себе внешний жесткий SSD-диск, либо не брать, особенно если вы работаете с большим массивом данных, я бы сказал, лучше все-таки берите, так вы обезопасите внутренний жесткий диск, и также, дополнительная память никому никогда не мешает. И несколько заметок по этому SSD-диску. Вот видите, он вот такой вот маленький, а его вес на самом деле составляет всего 50 граммов. То есть он просто невесомо в руке чувствуется. Когда ты берешь его первый раз, ты просто не веришь, что вот терабайт может содержаться здесь. В моем детстве, я не знаю, еще лет 10 назад флешки 16 гигабайт были вот где-то 1/3 от вот этого жесткого диска, а здесь 1 терабайт, просто офигеть. Но если вы хотите использовать этот жесткий диск по максимуму, то есть чтобы он перекидывал файлы на высоких скоростях, нужно будет использовать родной провод, а он очень толстый, он, весит даже 20 грамм, это в 1,5 раза меньше, чем этот жесткий диск, то есть провод весит в 1,5 раза меньше, чем сам жесткий диск. И если почитать отзывы, то у людей это самая большая претензия к этому жесткому диску, потому что от этого, грубо говоря, не уйти. Если ты используешь какие-то другие провода, то скорость падает, до SSD-шника, 50-100 мегабит в секунду. Используешь родной провод, сразу 500 мегабит в секунду, все хорошо. Опять
опять же, он большой, и, например, с тем же самым MacBook, да, его можно использовать, но вот не очень-то и комфортно, потому что диск у нас очень маленький, а провод очень большой и толстый. И пару слов по поводу надежности этого внешнего жесткого диска. Он у нас выполнен из алюминия, и когда ты вот его используешь в паре с этим огромным проводом, ты не можешь просто так взять, положить жесткий диск и его подсоединить. Он у тебя по-любому будет либо свисать, либо что-то другое. Когда ты ударяется у тебя об стол, я каждый раз немножко пугаюсь, потому что будешь сейчас там что-то отскочит, он поцарапается, либо внутри что-то произойдет. И поэтому, если вы собираетесь покупать этот внешний жесткий диск, я бы рекомендовал заботиться каким-нибудь чехлом мягким. Лично я его не использую с чехлом, потому что на работе и дома у меня всегда есть какое-нибудь мягкое место, где я его кладу и уже подключаю к нему провод. Но вот, например, если у вас таких мест нету, то все-таки я уверен, что вы будете испытывать дискомфорт от постоянных ударов. Ну, вот точно, то есть перекладываете ноутбук, либо что-то делаете, вот это все алюминий, он трется об стол, это неприятно. Если подводить итоги, то офигительный внешний жесткий диск работает одновременно и с Android, и с Mac, и с Windows, то есть об этом по раннем плане можно не париться, но единственное, что с Android все-таки нужно будет купить еще дополнительную программку, как я сказал. А вот эти его минусы с достаточно толстым и жестким проводом, и его, как можно сказать, не хрупкостью, но вот именно из-за того, что алюминий, я немножко переживаю, что он как-то может там поцарапаться, либо что-то с ним случится. Это достаточно мелочи, и я лично на это не очень-то обращаю внимание, но вот в обзоре это решил сказать. Если что-то, все ссылочки на Яндекс.Маркет с лучшими ценами на этот внешний жесткий диск как на 500 гигабайт, так и на терабайт будут в описании. Переходите, смотрите. Увидимся в следующих видео. Всем большой удачи. Покупайте только хорошие вещи. Не нужно ни на чем экономить. Особенно в таких вещах, как информация и внешний жесткий диск, память. В общем-то, это все серьезно, чтобы вы поняли. Все, давайте. Всем удачи. Всем пока.